Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сегодня я буду раскрашивать в снежной раскраске. В этом сезоне впервые. Давайте посмотрим, что у меня уже раскрашено в том году. Ну, во-первых, вот эта иллюстрация. Здесь перламутровая акварель луч, карандаши и блестки луч. Дальше смотрим, что тут раскрашено. Дальше вот такая иллюстрация. Здесь, в принципе, тот же самый наборчик. В плане акварели, возможно, еще просто акварель или манделузы. Также раскрасила вот это, такие домики. Ну, в жизни поярче выглядит, чем на камеру. Далее снеговик. Здесь тоже блестки мелкие. Ну, на камеру видно, но не так много. Вообще, так-то их достаточное количество. Так, сейчас еще посмотрим, раскрашено тут что-то или нет. Да, раскрашено. Вот такая яркая иллюстрация. И тут тоже много-много блесток мелких. Всегда так обидно, что камера их не передает. Даже не знаю, с какой стороны показать, чтобы это было максимально видно. Ну и, конечно, тут гелевые ручки. Сейчас я буду выбирать, что пораскрашиваю. Ну, так, полистаем. Прошу прощения. Сейчас полистаю, выберу. Не уверена, что я хочу раскрашивать прям подряд. Возможно, что даже где-то в конце что-то выберу. Ну, колокольчики я уже раскрашивала. Неохота. Хочется чего-то другого. Вот эту, скорее всего, буду раскрашивать. Она такая сюжетная. Да, пожалуй, я остановлюсь на этой. Собственно, с конца это что же по порядку. Сейчас я достану перламутровую акварель луч. Достану даже, скорее всего, какие-нибудь акварельные карандаши. В данном случае, думаю, Vista Artista будут. Маленький набор. Ну, а там в процессе мы посмотрим. Карандаши достала. Ну и давайте приступим. Берите тоже какие-нибудь раскраски. Начну с голубого. Ну, тут ничего не будет такого прям особенного. Пусть будет стандартненько. Ну вот для таких целей просто Vista Artista максимально хорошо подходит.
Они очень легко размываются. Надеюсь, что сегодня мне заказик с Валберес придет небольшой. Ну, вообще написано, что в теории завтра, но по сути в ночи уже мой заказ поступил на пункт выдачи, поэтому хочется надеяться, что его сегодня все же, скажем так, разберут, примут. Но вот после где-то, наверное, 11 у них постоянные завалы идут. Как к ним не придешь, всегда заказы аж на столе навалены. Хотелось бы сегодня получить, потому что, по сути дела, и так приходится из-за их сотрудничества с СПшниками, и так приходится очень долго ждать. С одной стороны, ассортимент стал больше, безусловно, но в тот же момент приходится ждать. А уже как-то избаловались. Вот. Как-то я привыкла на Вайлдберрисе получать заказы уже на следующий день. А сейчас все чаще ждать приходится. Ну, то, что я себе заказывала, ну так, это к Новому году, чисто для оформления. Там был ценник чуть дешевле, но пришлось бы еще дольше ждать. Чего совсем бы не хотелось. Сейчас возьму. Какой, думаю, цвет? Наверное... сейчас вот так сделаю. Возьму 2 зеленых. Вообще было бы идеально, чтобы прям 2 заказика пришло. И заказик один, и еще кое-что жду. Ну, там посмотрим. Так. Темная. Ну, здесь еще будет перламутр, наверное. Такие раскраски вот эти хорошие. Так они мне нравятся. Вообще. Очень классные. Я прям довольна, что когда-то они мне на складе попались. Замечательные. Ну вот. Значит, вот это. Теперь получается вот это. Хотя вот сбоку все понятно. Какую нужно раскрашивать. У нас много снега сейчас, но довольно-таки тепло. Вот такую бы зиму и вообще идеально. С чем-то я раскрашиваю уже шарики. Ну ладно, я их буду не в центр, а от центра размывать. Тогда, думаю, нормально. Ладно, сейчас я думаю сразу начать размывать. Наверное, еще я им раскрашу эти носы морковки.
Сейчас сколько у нас? В 8:30 утра. Я встала в 6:30 сегодня. Уже успела и на тренажере позаниматься, и немножечко навести порядок. Ну, ковер почистить. У меня, в принципе, только вот здесь, в моей комнате, ковер. Ну еще на балконе. Такой зелененький. Ну, там он чистки не требует. Я прохожусь иногда пылесосом, и этого вполне достаточно. Потому что там ушастик редко бывает. Когда бывает, я что-то сверху стелю. А вот в моей комнате, например, в других комнатах нет ковров, а в моей комнате, да, вот он любитель полежать на ковре. И, соответственно, дополнительная чистка всегда требуется. Вот сюда, наверное, я потом серебра добавлю, перламутра. Еще как-нибудь украшу. И морковка. Тогда здесь сразу тоже все размою. Ну вот, а ушастик побаловался вкусной булочкой и продолжил спать. Ну, это нормально для него. Он полноценно так хорошо ест вечером, немножко оставляет себе на ночь, часа в 3 ночи встает, доедает, вот, и утром получает как раз-таки что-нибудь вкусное, такое, из разряда лакомства. Вот, полноценная еда у него именно вечером, после прогулки. Ну, или я ему иногда даю перед прогулкой, а он уж там сам решает, съесть до или после. Ну, а что, его же еда, ему и решать, когда ее есть. Сегодня нужно еще всякую уборку завершить. А завтра я хочу утренние часы тратить на какую-то выпечку. Вот. Новенькую. К праздничкам там. Ну и заодно, чтобы если что-то же новое, надо попробовать. А пробовать лучше всего вкусняшки рано утром, потому что впереди весь день. Во-первых, обычная активность плюс физические нагрузки, соответственно, идеально. Сначала чем-то что-то сделаешь, полакомишься, и за день это все сжигается. Уже так иллюстрация оживает. Я не знаю, как вам видно или нет. Надо сейчас вообще изменить ракурс немножко. Я в процессе раскрашивания, меня вообще как-то все это увлекло. Вот так получается. Я уже добавила сверху перламутровую акварель. Потом будут еще гелевые ручки с блестками. В общем, все такое. Я прям, не знаю, села и погрузилась в процесс. Очень нравится. Я люблю сюжетные иллюстрации. И здесь они какие-то прям уютные.
Я вот и помню и в том году, когда я раскрашивала, прям меня затягивала эта раскраска, но имеется в виду, затягивал сам процесс, то есть у меня нет цели сесть и все раскрасить, потому что я сейчас как-то, знаете, зимних вот таких раскрасок не вижу, чтоб хотелось их купить. Наверное, как-то мне попалась одна, и я даже сейчас ее название не помню. Вот. Я даже не знаю, почему я ее не заказала себе сразу. В общем, сейчас продолжу красить. 3 палитры, как всегда, потому что вот это у меня была самая первая, потом это, потом вот это. И там еще несколько новых. Ну и, соответственно, здесь уже, вот, как видите, 3 цветов. Серебро, голубой и фиолетовый не хватает. Я здесь тоже уже серебро и голубой закончился. Но еще есть фиолетовый, который я использую. Вот. Того, что везде позаканчивалось, тут у меня идет. Ну и все в такой последовательности, чтобы все палитры как-то расходовались. С обратной стороны все в порядке, потому что, во-первых, и бумага нормальная, и здесь уже слой акварели, так что все нормально. Здесь я вот чередовала, что-то перламутр, что-то просто акварельный карандаш, чтобы такой объемчик был. Добавила еще серебряной краски, стало повеселей, переливается. Здесь вот серебро и голубой цвет. Ну а сейчас совершенно неожиданно выбор мой пал на раскраску не по плану, и неожиданность, конечно, не в этом, а в том, что это серия Зендудло. Дело в том, что эта серия мне нравится только там, где такая а-ля газетная бумага, шершавая, кремовая немного. Вот там мне нравится, я раскрашиваю карандашами. А вот это вот раскраски, так сказать, первой волны, которые покупались в фикс-прайсе, с чего все, ну не то чтобы с них начиналось, но именно жажда покупать больше, когда все гребли. Вот. И тут, конечно, у меня раскрашено довольно мало, хотя мандалы мне раскрашивать нравится. И вот я подумала, что, ну не знаю, что мне захотелось с блестками вот ручки поиспользовать. Вот можно было бы вот эту доделать, но я не знаю, мне, честно говоря, не сказать, чтоб хочется. Но, кстати, смотрите, а здесь так это я пораскрашивала, в принципе-то. Не сказать, что все такое тут пустое, незаполненное. Но вот есть незаконченные. Вот я сейчас и думаю, может все-таки закончить эту иллюстрацию. Но тогда придется вот это делать, а мне что-то совершенно неохота. Сейчас надо выбрать. Вот эту точно не хочу. Она большая. Эту можно вполне раскрасить сухой пастелью или акварелью. Ну вот, да, оно как-то, знаете, не могу. Вот тоже бросила. Нет, это нужно, я понимаю, Vista Artista буду тоже использовать, но не сегодня. Сегодня я именно хочу что-нибудь с блесточками. Вот, может быть, вот тут, здесь блестки бы зашли очень даже неплохо. Ну, тут особо и пораскрашивать нечего, тут только обводить. Ну, в смысле, как я это вижу, да? Это не значит, что
именно так. Да, что-то я никак не определюсь, что именно мне хочется. Так, а здесь что? Да. Выбор тяжелый. Сейчас я вот так уж долистаю до конца. Наверное, я раскрашу вот эту. Синий, несмотря на то, что синий мой любимый цвет, гелевые ручки у меня расходуются как-то довольно медленно. Ну, наверное, ими и буду раскрашивать. Ну, потому что цвета тут такие какие-то обычные, что ли. Ну, вот как раз будет заполнена страничка. Тут же в основном примеры. Захотелось вдруг чего-то эдакого. Ну вот. Пожалуй, так я и буду раскрашивать. Потом вот здесь, ну-ка попробую. Будет хоть отличаться-то? Да. А то они как-то очень так близко по цвету. И что-то суховато ручка. Заедает. Ну, понятно, фикс прайс. Что с них взять? Но эти еще, по-моему, я успела то ли за 55 купить, то ли за 77. Извините за стук. Поэтому чаще всего, конечно, я люблю Краун, чтобы вот этих косяков не происходило. Потому что по факту то, что там они такие дуохромные, это не так важно. Потому как по сути, ну, раскрасили мы иллюстрацию. Иногда мы перелистываем, но в основном раскрасили и раскрасили. Так она хоть рисует, не рисует? Рисует вроде. Я просто еще задумалась, что, может быть, по контуру надо было черное использовать. Да нет, наверное, серебро, потому что не просто ж так сделали такой контур. Смотрите, как прикольно получается. Блестит. А с обратной стороны, ну, с обратной, конечно же, протекает. Что еще на камеру? Один лепесточек раскрашу. Потом еще за кадром пораскрашиваю. Да, вот сейчас у меня прям такой настрой раскрашивать. Нет, ну, у меня всегда настроение есть красить. Но сейчас как-то мне особенно весь этот процесс заходит с таким удовольствием. Посветлей. Ну вот печалька с этой ручкой. Поэтому, да, надо ее расходовать. Просто вот в основном, вы знаете, я ручками, да как и многие, делаю только какие-то акценты. Вот. И
в таких обстоятельствах, ну вот, Краун живет долго. Но и то какие-то совсем купленные лет 5 назад ручки, они уже начинают тоже подсыхать, потому что использую не так часто. Поэтому все-таки надо их как-то продвигать, а то будет обидно. Все-таки по цене это не стержни с Алиэкспресс. И лучше их, раз мы купили, заплатили за них деньги, лучше использовать. И не беречь. Ну, просто реально у меня они медленно. Вот в каких-то вот под каким-то углом смотришь, кажется, что ручки вообще одинаковые, а под каким-то вроде как разные. Но вот я сейчас вот отсюда вот так, да, я вижу, что они разные. На камеру заглядываю, вроде как не очень. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.